Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сегодня буду раскрашивать в ретро-раскраске, которую я распечатала, так как у меня ее нет в обычной версии, ее нигде не продают, но есть распечатка. Я взяла не все иллюстрации с собой на дачу, только некоторые, поэтому сейчас выберу, что же я пораскрашиваю. Сложила в папку, как видите, под цвет, можно сказать, маникюра. Я перед поездкой просто пересмотрела, взяла самые-самые, на мой взгляд, интересные. Не факт, что я это все раскрашу, у меня нет таких планов, но вот чтобы было из чего выбрать. То, что у меня уже раскрашено, я, естественно, не брала с собой. Более того, из того, что я выбрала себе на дачу, я еще до отъезда в Москве одну иллюстрацию раскрасила, так что на одну страничку меньше повезла. Не знаю пока, что буду. Так. В общем, посмотрим, что захочется. Ну, скорее всего, да, вот с ромашкой будет иллюстрация. Ромашки я, в принципе, очень люблю. Папки удобные, наконец-то нашла им применение. Так, ну вот. Бумага здесь советская, такая ретро-бумага. Начну с мака. Ну, вроде бы это шмак, как мне кажется. Начну с него. Немножко непривычно здесь, конечно, снимать. Но здесь такой письменный стол, что две тумбочки очень близко. И ноги под стол не поставить. В принципе, это не проблема. Я когда снимаю, сижу все равно боком, но вот пока не привыкла. Когда я ехала, я надеялась, что я буду снимать чаще, но жизнь вносит свои коррективы. Ну, в общем, не страшно. Это все равно пойдет на октябрь. Как видите, раскрашиваю я брутфунерами, которые взяла с собой, хотя у меня есть и здесь какие-то карандаши, и в металлической коробке из Fix Price набор, по-моему, 12 штук. Они такие трехгранные, они неплохие. Вот. Очень у меня тут пошла раскраска Spir Relax, хотя вообще я ее, как вы знаете, не люблю, но немножко в поезде и тут потихонечку раскрашиваю. Но я там использую просто черный карандаш, хотя, может быть, надо и ручку попробовать. Бумага здесь такая прям своеобразная. Ну, как бы и по цвету она такая прям старая. Прям то, что я хотела. Правильно, что я взяла эти брутфунеры. Набор большой. В принципе, все есть. Потому что маленький, если бы я взяла, все равно одной коробкой не обошлось бы. Подумала бы, что и металлики, и то, и все надо. Короче, когда едешь надолго, это весьма правильный выбор. Взяла более темный карандаш. Да. Не скажу, что я сейчас прям довольна.
тем, что получается. Но бумага просто еще фактурная. Так. И еще темнее. Карандашик. Возможно, красный нужно было взять мастер-класс. Ну, кстати, взяла, не взяла, не помню. Надо посмотреть в пенале. Может быть, и есть. Там красный более такой совершенный. Соскучилась я уже по раскраскам. Потому что когда приехала, с удовольствием тут убиралась, порядки наводила. И сейчас уже требуется переключение на какое-то творчество. Ну вот, вроде бы так-то лучше, может быть, еще блендером пройтись, хотя я не уверена, как тут отреагирует бумага. Что-то я так с одним цветочком вожусь. Ну, просто то одно не устроит, то другое. Ну вот, наверное, белый в качестве блендера. Ну, это уж точно будет нормально. Освещенница тут тоже не очень. Потому что 2 настольные лампы я включила, но... Не, ну мне это нормально, а вот как будет на камеру, это не факт. Ладно, приступаю к ромашке. Ну, тут, в общем-то, стандартные лепесточки. Немножко голубым, скорее всего, надо оттенить. Я обычно в таких случаях акварельные карандаши использую, но здесь не получится. Мне кажется, что бумага будет себя не очень хорошо вести. Не, может быть, где-то я и попробую потом. В конце концов, ну, если испорчу какой листик, всегда можно напечатать. Тем более, что раскраска у меня не в PDF-ке. Там просто отдельные файлы. Я ненавижу PDF, потому что там нужна какая-то программа, чтобы можно было печатать постранично. Я не люблю это. Я вот по необходимости тогда купила ежу, понятно, раскраску в PDF-ке. А так вот я еще пару раскрасок думала купить себе. Хотя я вообще-то распечатки, как вы знаете, не очень-то уважаю. Но я как подумаю, что есть вариант только PDF. Меня это не устраивает. Тем более раскраска, что в PDF в электронной версии, что полноценная версия, в принципе, плюс-минус стоит одинаково. Хотя вообще-то так быть не должно. PDF-ка должна стоить дешевле. Это что-то у нас иллюстраторы немножко с ума сошли. Потому что как бы в PDF это, да, должна заключаться стоимость их работы, ну, допустим, какие-то налоги и так далее, да, а когда печатается уже раскраска полноценная, то там и бумага, и прочие вещи, поэтому это не может стоить практически равноценно, абсолютно не может. Вот. Это первое. И второе, даже книги, как правило, продают в разных форматах, чтобы можно было выбрать. В общем, PDF для меня это неудобно. Я не хочу устраивать танцы с бубнами, что-то где-то скачивать. Меня не устраивает. А вот эта раскраска, она в обычном формате. Можно даже скачивать исключительно те иллюстрации, которые нужны.
Это очень здорово. Ну так вот, здесь я просто голубым прохожусь немножко. Насчет фона я не уверена, будет фон или не будет. Так как, ну, не знаю. Я, конечно, люблю там фон придумывать какой-нибудь, но очень многие иллюстрации, как я понимаю, лучше смотрятся без фона. Так, сейчас воспользуюсь палитрой, выкраской. Пользуюсь я ей сейчас редко. Надо подумать, что выбрать. Так. Да, выбор такой большой. Сейчас определюсь, что лучше. Возьму вот этот цвет. Да я колокольчики раскрашивать собралась. Думала, что лучше. Такой нежный, красивый оттенок. Сейчас надо к нему пару какую-то подобрать. Ну, я вот белую гуашь еще не использовала, взяла с собой. Пока еще не использовала. Так, посчитаем, какой тут. Вот этот вот. Нет, вот этот возьму. Потемней. Ну вот, может быть, мне так кажется, что я буду и за кадром раскрашивать, потому что хочется. Вот я себе устроила такой отдых, и, конечно, хочется, и, ну, понятно, снимать видео, но и просто для себя пораскрашивать, потом только в результатах месяца показать. Там у меня еще, не помню, говорила или нет, но в Москве я так, наверное, 4, может быть, 5 иллюстраций успела раскрасить. Так что не думаю, что месяц будет совсем с небольшим количеством иллюстраций. Единственное, вот приходится озвучивать, но я еще раньше ставила, не знаю, там на скорость как, сейчас решила не ставить. Это меня немножко как-то действует на нервы. Не, ну озвучивать для меня не проблема просто. Я уже вот привыкла одним кадром снимать все. Какие все-таки замечательные иллюстрации здесь. Настолько они такие добрые. Действительно, отдыхаешь за раскрашиванием. Для меня вообще как-то очень важно переключаться с одного занятия на другое, чтобы было разнообразие. Вот. Но мне, знаете, просто в том, что я даже убираться очень люблю, то есть для меня даже уборка – это релакс. Но правда, если бы помимо того, что для меня
очень многие дела, как уборка, готовка и тому подобное, являются релаксом. Если бы я еще и была бы от этого спокойной всегда, без всяких депрессий и эмоциональных качелей, это вообще бы было супер. Но, увы, у меня как-то вот я, например, от того или иного процесса получаю удовольствие, но нервы это не всегда успокаивает. Ладно, сейчас раскрашу еще один колокольчик. Потом и за листочки примусь. И карандаши тут так хорошо будут продвигаться. Просто большой набор, и я люблю, чтобы все по порядку лежало, так что стараюсь даже не вытаскивать карандаши, сразу класть их на свое место. Вот, я, правда, думала одно время, что, может быть, тоже купить себе вот эти пеналы, но потом решила нет. Мне все-таки нравится сейчас хранить все в упаковке, и первое время я из упаковки все как бы вытаскивала, и в итоге, в принципе, жалею теперь. То есть вот я тогда мэджики, которые кахенуровские, тоже упаковку выкинула. Там еще что-то. Я все-таки понимаю, что мне нравится упаковка. Ну вот разве что только надо докупить или самой сделать вот эти пеналы-скрутки. У меня уже давно эта идея есть, но время. Сейчас пока на это нет времени. Да и тем более по номерам я мало сейчас раскрашиваю, поэтому мне без разницы. Есть один пенал и хватит. И то не используется. Так что сейчас поозвучиваю видео и пойдем на веранде разбираться. Наводить порядок на второй веранде. Давно уже пора. А то на одной это порядок, а на второй полный бардак. Есть некоторые планы, что еще на следующий там год сделать. Но это так, просто планы. А реализуются они или нет, естественно, нужно дожить до следующего лета. Там посмотрим. Может быть, придут еще какие-то идеи в голову. Некоторые идеи любимый как-то воспринимает в штыки, а какие-то ему нравятся. Ну, я надеюсь, что удастся продвинуть все идеи, потому как они хорошие. Мне очень хочется всю здесь на даче мебель отреставрировать, ну, по крайней мере, привести ее в порядок, так как со временем покрытие попортилось, да, поцарапалось, там, ну, дерево, не знаю, это самое. Вот, хочется, здесь темное дерево, хочется сделать либо светлое дерево, или же какой-нибудь вот фисташковый цвет, возможно. Ну, просто это красиво будет. Вот обойчики точно
по крайней мере, вот в этой комнате оставим, так как они все-таки, знаете, ну, они давно поклеены, но в целом сейчас таких не купишь, и они для дачи, ну, в нормальном как бы виде. Вот у меня есть ткань, я хочу сделать занавески, но опять же посмотрим. Это уже потом. Сейчас не буду загадывать. Ну а это видео я завершаю. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здоровья, вдохновения, настроения. До скорой встречи. Пока-пока.